Амоксициллин – антибиотик широкого спектра действия из группы полусинтетических пенициллинов, обладающих широким спектром действия. Эффект амоксициллина наступает очень быстро. Как и другие пенициллиновые антибиотики, он угнетает синтез клеточной стенки. Показания. Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными к амоксициллину возбудителями. Острые и хронические инфекции дыхательных путей, ангина, острый средний отит, фарингит, синусит, острый и хронический бронхит, бронхопневмония, абсцесс легких. Острые и хронические инфекции желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, перитонит, холецистит, кишечные инфекции. Острые и хронические инфекции мочевыделительной системы, пиелонефрит, уретрит, гонорея, гнойные инфекции мягких тканей, сепсис. Способ применения и дозы. Взрослым назначают по 500 мг 3 раза в сутки. При тяжелом течении заболевания по 1 грамму 3 раза в сутки. Детям в возрасте от 5 до 10 лет назначать по 250 мг 3 раза в сутки. Детям от 2 до 5 лет по 125 мг 3 раза в сутки. Детям до 2 лет из расчета 20 мг на килограмм массы тела, разделенное на 3 приема. Курс лечения 5-12 дней. Интервал между приемами 8 часов. Для лечения острой неосложненной гонореи назначают однократно 3 грамма в комбинации с 1 граммом пробеницида. Женщинам указанную дозу рекомендуется повторить через сутки. Противопоказания. Повышенная чувствительность к пенициллинам. Инфекционный мононуклеоз. Применение при беременности и кормлении грудью. Данные о возможном эмбриотоксическом, тератогенном или мутагенном действии препарата при приеме при беременности в настоящее время отсутствуют. Амоксициллин обнаруживается в грудном молоке, что следует учитывать при назначении амоксициллина в период лактации. Особые указания. У больных с повышенной чувствительностью к цефалоспоринам, карбапенемам, следует учитывать возможность перекрестной аллергии. При тяжелых инфекциях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся постоянной диареей или рвотой, не следует назначать амоксициллин внутрь из-за возможности плохого всасывания. Применение антибиотиков неэффективно при лечении острых респираторных вирусных инфекций. Особую осторожность следует соблюдать у больных с аллергическим диатезом или бронхиальной астмой и сезонной лихорадкой, полиноз, заболеваниями желудочно-кишечного тракта в анамнезе, особенно колит, связанный с применением антибиотиков. При длительном приеме амоксициллина следует одновременно назначать нистатин, леварин или другие противогрибковые препараты. При длительном применении высоких доз препарата у пациентов следует контролировать показатели функций печени и почек, проводить общие анализы мочи. Целесообразно контролировать картину периферической крови. При длительном лечении следует учитывать возможность развития суперинфекций нечувствительными микроорганизмами, в том числе грибами. При проведении терапии следует обеспечить адекватное потребление жидкости и поддержание достаточного диуреза. При появлении водянистого кала с примесью слизи и крови, боли в животе, лихорадки, следует подозревать развитие псевдомембранозного колита. В этом случае амоксициллин следует отменить и назначить соответствующее лечение. При этом препараты, замедляющие перистальтику желудочно-кишечного тракта, противопоказаны. Побочные действия. Аллергические реакции. Крапивница. Кожная сыпь. Эритема. Экзантема. Отек квинки. Ринит. Конъюнктивит. Фотосенсибилизация. Редко. Лихорадка. Боли в суставах. Эозинофилия. В единичных случаях анафилактический шок. Прочие. Возможно развитие суперинфекций с появлением жидкого стула, тошноты. Лекарственное взаимодействие. Одновременное применение препарата с пробеницидом приводит к повышению концентрации амоксициллина в крови за счет уменьшения его выведения почками. При этом проникновение амоксициллина в ткани может снижаться. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности. Препарат амоксициллин выпускается по рецепту